Закончился рабочий день. Все расходились по домам в предвкушении отдыха. Только вот Аня знала, что дома у нее еще такая уйма дел, с которыми никто не поможет. А еще денег в этом месяце впритык, и надо сэкономить на чем можно. Поэтому приняла решение зайти в магазин, где можно купить продукты подешевле. Аня торопливо укладывала продукты на кассе в сумку, готовясь тащить ее пару остановок. Можно было купить и поближе к дому, но там дороже. Она ж донесет, ничего не случится, а копейку сохранит. Мама воспитывала Аню собранной, трудолюбивой, учила экономить и делать все самой. А девочка доверчиво впитывала все, как губка. Уже в 6 классе она знала, где макароны подешевле, и что содой можно отмыть жирные тарелки. Знала, как отправить посылку и повесить полку. Пока другие девчушки осваивали мамины косметички, Аня ездила с матерью в сады на сбор фруктов, да на поля, на сбор картошки. В институте, пока подружки бегали на свидания и покупали модные блузки, Аня училась и считала, что одних брюк на лето и одних на зиму ей достаточно. Да и кофточек много не надо, ведь ей некуда ходить, кроме как на лекции. Никогда однокурсники не видели ее с макияжем или в ярком наряде. Невзрачная, с собранными в хвост волосами, Аня была, тем не менее, приветлива и всегда делилась то конспектами, то картошкой с соседками по общежитию. После учебы девушка устроилась бухгалтером в небольшой производственный цех, да там и осталась. Работу свою она не любила, но выполняла всегда на отлично. Никогда не было к ней претензий от руководства или коллег. Друзей себе на работе она не завела, общалась во время обеда на отвлеченные темы, свою жизнь ни с кем обсуждать не хотела. Солнце нещадно пекло, а до подъезда оставалось еще метров 300. Аня вздыхала, но не остановилась. Сумка с картошкой в одной руке и пакет с продуктами в другой немилосердно резали пальцы и тянули присесть на лавочку, но нельзя было, ведь будет еще тяжелее подняться, да и время уже много, пора ужин готовить, а она еще до дома не дошла. Обливаясь потом, она проскочила мимо бабулек у подъезда и, едва осилив лестницу на 2-й этаж, нажала на звонок. «Кто там?» – раздалось из-за двери. «Это я, Егор, открывай!» – ответила Аня. При всей своей невзрачности она умудрилась выйти замуж. Егор работал на заводе, который находился недалеко от цеха, где работала Аня. Как-то столкнулись на улице. Он предложил зонт. Аня, как назло, забыла свой дома, да и не ожидала она, что пойдет дождь. Так и завязался их тихий роман, который перешел в скромную, тихую свадьбу. Он был тихим, пожалуй, еще более невзрачным, но никогда не скандалил, не пил, не курил, сносно жарил картошку и в целом Аню устраивал. После свадьбы молодые переехали в старую квартиру Аниной бабушки, и Егор заикнулся о ремонте. Только вот никак он не клеился, ремонт этот. Почему-то мужская работа ему не давалась. Хотел Егор перестелить полы, то на гвоздь ногой напорится, то палец молотком отобьет, а то и вовсе положит пол так, что без слез не взглянешь. Аня вздыхала и сама по ночам исправляла мужнины ошибки. И так было совсем, к чему б Егор не прикасался. Лампочки били его током, краны текли, штукатурка ложилась криво. В итоге Аня сама за 3 года отремонтировала почти всю квартиру. Не идеально, но жить можно. А муж, видя, что у супруги работа идет ладно, постепенно вообще перестал ей мешать. По тем же причинам Егора в итоге попросили из цеха, потому что он портил слишком много материала. Так и стал он домоседом. Худо-бедно прибирался, что-то готовил, смотрел телевизор. Сначала всегда Аню ждал дома горячий ужин. Был и гарнир, и что-то из мяса или курицы. Потом постепенно ужины стали не такими разнообразными. И тогда Аня сама вставала к плите и придумывала что-то в дополнение к готовке мужа. Так и вернулась она к приготовлению ужинов. Первое время Аня думала о детях, но Егор всегда уходил от этой темы,
А Аня не настаивала, у нее забот хватало. И это дело не хитрое, рассуждала она. Много ума не надо, подождет. Так дело и ждало. Год, два. В итоге тема первенца и забылась в ежедневной круговерти. «Тяжело, Анечка?» – сочувственно спрашивал Егор, глядя, как жена тащит поклажу на кухню. «Тяжело, зато подешевле купила и на автобусе сэкономила», – отвечала Аня. И соседки по площадке, и коллеги на работе знали, что Аня замужем, и всегда недоумевали, наблюдая, как она ходит домой пешком и носит огромные сумки с едой. «Неужели помочь не может?» – слышала она постоянно. «Я лучше сама, быстрее будет», – отмахивалась Аня. «А зачем тогда муж-то?» – следовал резонный вопрос. «Ну, он же хороший», – отвечала она. А делать все сама Аня привыкла давно. Она знала, что если сама, то это надежно, а это главное. Ведь Егор и возьмет в магазине с полки, что первое под руку попадется, не посмотрит ни на цену, ни на срок годности. Так и прожили они лет 5. Егор к тому времени уже и картошку жарить почти перестал, а вот яму в диване пролежал, будь здоров. Аня проблем не видела. Она же справляется одна, значит, все хорошо. Чего переживать? Но все-таки некий червячок раздраженного разочарования стал медленно точить Анино мировоззрение. И особенно сильно это чувствовалось по вечерам, когда она домывала посуду, слыша храп из комнаты. Но она же делает все, как мама учила. Трудится, экономит, везде сама справляется. Мама же не могла ошибаться. Или могла? Однажды Аня засиделась допоздна у подруги и, понимая, что разоряться на такси у нее нет возможности и желания, осталась ночевкой. Тем более, что была пятница. Егор в телефонной трубке коротким «Да, Анечка, конечно, оставайся» дал понять, что он не против. Подруга Ани, Маринка, была очень проницательна, но бульдозером не давила, а выжидала удобного момента. И когда Аня стала ей то ли жаловаться, то ли рассуждать вслух, Маринка поняла, что дождалась. С легкой руки подруги в гардеробе Ани появились женственные платьица, яркие блузки, пара лодочек. На полочке у зеркала поселились духи и помада. Убедить экономную Аню потратиться у Марины не получилось, поэтому она просто отдала ей несколько своих нарядов. Сперва Ане было непривычно носить все это, но постепенно она ощутила, что это даже приятно. Только вот сумки упрямо продолжала таскать. Смотрелось это диковато. В один из таких дней Ане предложил помощь симпатичный мужчина. Она хотела было привычно отказаться, но осеклась. Анатолий был вежливым и приятным. Они разговорились по пути к Аниному подъезду. Оказалось, у него собственный магазинчик стройматериалов неподалеку. Когда он попросил номер телефона, девушка не смогла отказать. Так они пересекались еще несколько раз. Анатолий видел кольцо на руке Ани и никак не мог понять, почему она таскает сумки, а не муж. Как-то даже спросил ее об этом, но Аня ушла от ответа. Тогда он заметил в ее глазах разочарование. Не в нем, а в муже, про которого спрашивал. Она и сама не заметила, как по уши влюбилась в обходительного, вежливого, но с характером мужчину. И чем больше влюблялась, тем отчетливее понимала, как много упускала в жизни. Первое время пресловутая «я сама» по привычке вырывалась, но Анатолий с улыбкой забирал у нее сумки и открывал дверь машины. Он окружил девушку заботой, до ныне ей невиданной. Она понимала, почему. Анатолий рано лишился родителей, всего добился сам и искал родную душу. Это она узнала через пару недель знакомства, когда он в очередной раз встретил ее по дороге с работы. В тот день сумок у нее не было, и желания идти тоже. Они зашли в кафе и несколько часов разговаривали. Придя домой, она увидела мужа на диване. Тот даже не поинтересовался, где она была, а узнав, что и готовить есть она не будет, только пожал плечами
и продолжил пить пиво. Аня часто упиралась, отнекивалась, даже извинялась за помощь Анатолия. Ей было неудобно, неловко. Так крепко сидела вложенное мамой воспитание. Но нет-нет, да девушка припоминала, что мужа или хотя бы ухажера у матери никогда не было после развода с отцом. Мать постоянно работала, экономила, трудилась в огороде и по дому. А ведь если бы был, то, возможно, все и было бы по-другому. «Хочу ли я, как она?» – размышляла Аня вслух, глядя на выложенное в шкафу стопками идеально отглаженное белье. «А если не хочу? Наверное, это неправильно». «Дорогая моя», – Марина отхлебнула кофе, – «мама учила тебя делать все самой, но главное, что ты должна сделать сама, это решить, как жить». Я решила. Аня захлопнула шкаф и с улыбкой посмотрела на подругу. Через полгода Аню было не узнать. Она уволилась с работы, похорошела, вынесла из квартиры вначале ворох своих старых вещей, а следом и чемодан с пожитками Егора. Тот даже не стал возражать и молча удалился, глядя на бывшую супругу покорным взглядом. Аня вспомнила, что всегда мечтала быть флористом, а бухгалтерия ей давно надоела. Анатолий помог избраннице открыть цветочную мастерскую, и она сама расцвела, как те розовые бутоны, что каждый день собирала в прекрасные букеты. Через некоторое время Аня переехала в дом к любимому, а свою квартиру привела в порядок и сдала в аренду. Продавать она ее не хотела. На свадьбе Анатолий взял с жены одно единственное обещание, что она больше не будет делать все сама. За год Аня будто стала другим человеком. Едва ли кто-то поверил бы, что эта стильно одетая молодая женщина с модной стрижкой и светлой улыбкой когда-то таскала сумки с картошкой по 2 квартала и ползала с молотком, забивая в пол гвозди. Теперь она идет налегке. Коллеги с прошлой работы даже сначала не поняли, кто с ними поздоровался, а потом долго смотрели ей вслед. Маринка радовалась за подругу. Они проводили вместе часто время, ведь она стала крестной мамой для маленькой Верочки, дочки Ани и Анатолия. Как-то Аня позвала ее в гости, но голос был каким-то заговорческим. Марина всегда могла понять настроение подруги по голосу, и этот голос предвещал что-то хорошее и раскрытие секрета. Придя к ним домой, она увидела накрытый на веранде стол. За столом сидели Аня с Верочкой, Анатолий и какой-то мужчина. Марина быстро смекнула, почему был такой голос. Давно она слышала от Ани про очень хорошего друга Анатолия, которого не было на свадьбе по уважительным причинам. Марина подошла к столу. «Привет, сваха!» Улыбаясь, поприветствовала она подругу. Аня покраснела, а незнакомый мужчина встал из-за стола, налил в фужеры вино и краснея предложил выпить за знакомство. В конце вечера Олег, так представился мужчина, вызвался проводить Марину, а Аня шепнула ей на ушко: «А что ты хотела? Я тоже хочу быть крестной». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.